Я всех приветствую. В этом видео я расскажу, как можно использовать обыкновенные 1,5-литровые бутылки. Мы ими пользуемся, их используем, потом выбрасываем. Я вам расскажу, как я их использую и как иногда даю им вторую жизнь. В этом видео я буду использовать такое свойство материала, из которых они состоят, как их термоусадочные свойства. Для этого нам понадобится обыкновенная бутылка, вернее, большое их количество, и обыкновенный строительный фен. Феном мы будем нагревать бутылки или те элементы, которые нам пригодятся в нашем деле, в наших поделках. Сейчас я вам покажу, что такое термоусадочные свойства. Как вы видели, бутылка изменила свою форму. Она изменила ее симметрично только потому, что бутылка у нас закрыта. Если бы мы бутылку открыли, у нас бутылку перекосило бы, и она бы выглядела не очень хорошо. Это обыкновенное термоусадочное свойство. То есть при нагревании бутылка сжимается. То есть материал, из которого она состоит, он стягивается, и материал уменьшается в размере. То есть все это очень просто. Сейчас откроем. Видите, вышел воздух. То есть даже воздух не является препятствием. Сила сжатия достаточно очень сильная. Это называется термоусадочные свойства. То есть при нагревании они сжимаются. Первое, что я буду делать, я вам покажу, это обыкновенные кружки. Эти кружки я использую для походов. Я их каждое лето делаю, наверное, штук 10, 20, 30. И летом постоянно их раздаю. То есть беру их в походы. Они достаточно легкие, прочные, хочу сказать, и надежные. То есть потерять их не жалко, подарить тем более. Если их наливать, предположим, не полную кружку горячим кипятком, а где-то 2/3, то и губы обжигаться в этой кружке не будут. Сейчас я вам покажу, поднесу камеру поближе и покажу, как я буду делать такие кружки. Так. Банки я использую из-под оливок. Самое удобное. Можно использовать и из-под консервов. Сейчас я вам покажу, как можно сделать самую простую кружку для походов. Ну, можно и для домашнего пользования. Итак, что нам понадобится? Я вырезал кольцо, обыкновенное кольцо. Я буду вам специально показывать все подробно, чтобы вопросов потом не было. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Я вам все подробно объясню. Беру банку из-под оливок. То есть, как я говорил, у нас должна получиться вот такая конструкция. Вот. Как вы догадались, буду использовать термоусадочные свойства бутылки для того, чтобы прикрепить вот такую ручку. Ручку желательно сделать заранее. То есть берем кольцо, надеваем на нее ручку и получили вот такую конструкцию. Одеваем банку и начинаем наливать. Кружка. Обыкновенная кружка. Очень удобно и очень хорошо ее можно эксплуатировать. Все, вот у меня такие кружки. Я их на лето еще наделаю, наверное, штук 10-20 и буду их всем раздавать. И сам буду использовать их в походах. Очень удобно. Далее покажу вам следующие термоусадочные свойства бутылок. Что можно еще сделать из бутылок? Обыкновенными кольцами, если нарезать обыкновенные кольца из бутылок, то можно скреплять бруски. То есть бруски скрепляются достаточно прочно, оторвать их практически нереально. То есть, как я их использую?
Если нужно в походе что-то закрепить, какие-то палки, ветки, конструкции, бруски, все что угодно, просто-напросто нарезаются такие кольца. Благо, бутылки валяются везде, сейчас даже, ну они просто везде валяются, их можно найти в лесу, на поляне, на море, про море вообще лучше не говорить, там их куча их валяется. Ну вот, нарезаются, и можно скреплять в походах любые конструкции. То есть можно это стягивать, можно их использовать как струбцины, можно использовать их для склеивания каких-то элементов, можно делать все что угодно. Вот я расклеил два, практически оторвать невозможно. Так, сейчас я покажу, как это выглядит, так сказать, на более сложной конструкции, чтобы не задерживать ваше внимание. Итак, что я делаю? Бруски. Бруски. Так, фен. Сейчас я буду скреплять более-менее сложную конструкцию, чтобы вы поняли, как крепко держит кольца полуторалитровой бутылки. Нам нужно закрепить, предположим, вот такую конструкцию. Нам нужно ее закрепить прочно, крепко, чтобы она у нас держалась. То есть что мы делаем? Делаем кольца. Это как пример. Проделал я это уже много раз. Я таким образом и плоты скреплял. В общем, что я с ними только не делал. То есть если где-то находитесь в походе, достаточно просто поднести раскаленную головешку такой конструкции, она будет все скреплять очень просто. Лучше всяких веревок. То есть если веревки нет, вам нужно что-то скрепить. А если полуторалитровая бутылка, кстати, обыкновенные 5-литровые скрепляют также. Только у нее больше диаметра, что в принципе даже удобнее. Маленькая оказалась, но это ладно. Вот таким вот образом у нас вся конструкция гуляет. Так, что мы делаем? Все закрепили и начинаем просто-напросто нагревать. Сейчас я камеру пододвину поближе, и на этом месте я покажу, как работают термоусадочные свойства бутылки, как прочно она скрепляет. Включаем. Как вы видите, скрепляет она просто. Не то, что крепко, она даже очень крепко. Практически разорвать эту конструкцию уже невозможно. Скрепляем дальше. Скрепил. Как вы можете наблюдать, конструкция получилась достаточно прочной. Разорвать ее, как-то ее рассоединить практически нереально. То есть очень прочная конструкция. То есть способов использования их огромное количество. То есть можно делать все что угодно, хоть плоты вязать. То есть держка она достаточно очень прочная. Прочность проверим. Пассатижи. Достаточно порвать, если только пассатижами. То есть она очень прочная. То есть разорвать даже вот практически, я не знаю, очень тяжело. Соединение очень прочное. Далее. Теперь
поговорим о термосе. Если вы... В общем, вам нужна холодная вода. В походе, на природе, где угодно. Вы едете в машине, вам нужно сохранить холодную воду. Особенно, когда идете в поход. Термос можно потерять, термос жалко, термос имеет вес. Как сохранить холодную воду? Я вам покажу, как можно сделать термос. Сначала покажу, как сделать термос для холодной воды с помощью термоусадочных свойств бутылки и для горячей воды. То есть для холодной воды. Берем бутылку, обязательно наполняем ее водой. Холодной водой. Берем другую бутылку, большего диаметра, то есть чтобы одна входила в другую. Как вы уже догадались, нагревая внешнюю бутылку, мы, грубо говоря, создаем двухслойную, трехслойную, сколько угодно слойную бутылку, которая будет держать холодную воду длительное время в охлажденном состоянии. Чтобы бутылка была охлажденной постоянно, нужно ее чем-то заизолировать. Можно изолировать ее чем угодно. То есть можно газетой, картоном. То есть можно изолировать чем угодно. Я когда хожу в походы, я использую обыкновенные сухие пайки армейские. Можно использовать, в общем, заворачивать во что угодно. Газеты, как я говорил, что угодно. То есть заворачиваем, вставляем бутылку большого диаметра, обрабатываем феном и получаем термос. Я вам сейчас покажу более эстетичный вариант. Более будет вам дороже обходиться, конечно, на 3 копейки. Ну, упало. Так, можно использовать обыкновенную пищевую фольгу. Вообще-то, конечно, лучше делать 2 слоя. Один слой пищевой фольги, следующий слой во вторую бутылку себе вставлять обыкновенную газету. Кстати, обыкновенную пищевую фольгу. Я вам покажу, так сказать, эстетичный вариант. Пищевая фольга. Достаточно одного слоя. Она, кстати, держит температуру очень хорошо. В принципе, проверено. Получили такую куклу. Вставляем. Все. Термос практически готов. Да, старайтесь его нагревать равномерно со всех сторон. Бутылку, чтобы у вас ее не перекосило, равномерно сжималось. Итак, получили стильный термос. Термос только для холодной воды. Практически проверено. Если еще вставить то есть сверху еще обмотать газеты или картоном и ставить еще в одну бутылку и также обработать, то практически получим термос, который будет держать холодную воду от 3 до 4 часов. Будет реально холодная вода. Если с холодильника налить холодную воду, вы будете постоянно иметь прохладную воду. Далее, это еще не все. Чтобы у вас бутылки бывают разные, чтобы у вас через горлышко не происходило нагрев, то есть можно еще сделать небольшое добавление. То есть сделать его вообще красиво. Вот таким вот образом вы получили термос для холодной воды. Очень хороший и очень практичный. Я не даю вам готовый рецепт, я даю вам общую идею. Можете ее использовать как вам будет удобно. Далее. Сейчас я вам расскажу, как можно сделать термос для горячих напитков. То есть, что мы можем сделать, только будем использовать уже 5-литровую канистру, извините, 6 литров, без разницы, 6-литровую канистру. То есть свойства будем использовать те же самые материалы, из которого они сделаны, что 1,5-литровой бутылки. Как можно сделать термос для горячих напитков? Берем обрезанную 6-литровую или 5-литровую банку
И берем обыкновенную стеклянную банку. Дело в том, что если мы в наш термос, который мы сделали перед этим, будем наливать горячий напиток, горячую воду, то она просто у вас свернется. То есть термоусадочные свойства бутылки внутренние сработают так же, как и на фен. То есть от нагрева она у вас уменьшится в размере и придет в негодность. Со стеклом, как вы понимаете, этого не происходит. То есть здесь происходит все то же самое. То есть берем также банку, наворачиваем ее в фольгу. Я говорю, также можно делать ее двух-трех слоями, как вам будет удобно. Покажу на фольге. Более эстетично, более красиво смотрится. То есть делаем такой термос. Вот таким вот образом. То же самое. Опускаем. И также обрабатываем. Все то же самое. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Вот у нас получился полуфабрикат нашего будущего термоса. Дно неустойчивое, стоять он может. Так, чтобы не задержать ваше внимание, я сразу вам покажу термос, который использую я. Я его делал во время последней своей командировки, я его с собой привез. То есть я приехал в местность, мне нужно было просто, обыкновенно можно настоять травы, шиповник, то есть какие-то вещи ароматизирующие, бодрящие. То есть я наставил шиповник. Шиповник сушеный с ягодой и прочее. В общем, компот, обыкновенно делал себе компот. Вот я привез из командировки. Я его сделал элементарно за, не знаю, как вы видели, делается за 5 минут. Вот такой вот. Достаточно удобный, компактный и устойчиво находится. Он здесь 3 или 4 слоями я делал. Вот обыкновенный термос. Используйте те же самые термоусадочные свойства, что и в литровой бутылке. Очень удобно, так что используйте, если вам это нужно. Но это еще не все. Далее поговорим о фильтре. То есть иногда вам нужно сделать, то есть если вы где-то находитесь в отдалении от дома, вам нужна чистая вода. То есть речка есть, какой-то водоем рядом находится, надо воду очистить. Есть очень много способов. Я вам расскажу, какой использую я. Я вам покажу, у меня сейчас с собой нет, я вам покажу на примере опять тех же самых банок. Я использую банки из-под консервов, они больше и более эффективные. То есть сейчас я вам покажу, как я сделаю обыкновенный домашний фильтр. Можете, кстати, вот также использовать и дома, даже в домашних условиях. Воду очищает достаточно очень хорошо. Что нам понадобится? Нам понадобится 2 металлические банки. Когда я иду в поход, просто сейчас у меня с собой нет, но сказать вам надо. Я беру банки из-под тушенки. Они больше, и больше в нее можно заложить чистящие вещества, очищающего, так называемого активированного угля. Понадобится 2 банки. Опять же, кусок бутылки. Будем использовать его, опять же, термоусадочные свойства. И я хочу сказать, продается в магазинах фильтр. Видите, у меня половины его уже нет, я его уже использовал в прошлом году. Сейчас, кстати, на улице февраль. Я половину его использовал. Осталась вторая половина для этого года. Они продаются, стоят недорого. Но они стоят у каждого в квартире, и постоянно вы их меняете. Это обыкновенный фильтр для воды, у которого практически все стоят у них у вас на кухне под мойкой. То есть для очищения воды. Есть в гранулах, есть вот в таком виде, в брикете. Я вам рекомендую использование не выбрасывать. Просто-напросто его измельчаете и кладете его в соду, в водный содовый раствор. Разбавляете, и он хорошо очищается. Промываете, и у вас все достаточно получается хорошо, и получается очень чистый и хороший уголь. И где-нибудь на природе, где-нибудь на даче можете его использовать. То есть, что мы делаем? Я вам сейчас дробить его не буду. То есть он у меня очищен. То есть
приберег его для весны. Так, что я делаю? Берем банки и делаем маленькую дырочку. Ну, дырка должна быть достаточно маленькой, чтобы через нее вода еле-еле протекала. Делаем в одной и делаем в другой. То есть, что у нас должно получиться? Мы ставим банку на банку. С помощью термоусадочных свойств бутылки соединяем их вместе. Но перед этим кладем сюда активированный уголь. Я бы использовал, так скажем, обыкновенный активированный уголь, который используется в фильтрах, который стоит у меня под мойкой. То есть я его раздроблю, промою и заложу его в нижний контейнер. То есть это будет нижний контейнер, это будет верхний контейнер. И сделаю крепление. Буду использовать крепление, чтобы где-то как-то можно было его разместить над емкостью. Вот это я сейчас все проделаю. Решил довести дело до конца. С помощью молотка я разломал фильтр. Я его просто измельчил в пакете. Сейчас его пересыплю в нижний контейнер и продолжу показывать, как можно сделать фильтр. Измельчил я активированный уголь и заложил его в нижний контейнер. То есть конструкция получается следующая. Очищающее средство, активированный уголь, контейнер, внизу отверстие. Заливаем грязную воду, выходит чистая. Контейнер для воды. Сюда заливаем воду, чтобы постоянно не подливать. Контейнер для воды. Сверху можно ставить еще одну банку. Этот контейнер можно использовать для задержания каких-то механических примесей. То есть там материю, тряпки, ветошь, бинты, вату, все что угодно. Можно делать 3 банки. Это кому как понравится. То есть все, практически фильтр у нас готов. Опять же используем 1,5-литровую бутылку. Вернее ее термоусадочные свойства. Ну и тут уже как всегда. Нагреваем и сжимаем 2 банки в единую конструкцию. Получили достаточно стильный фильтр для воды. Получили очень хороший стильный фильтр для воды. Проверяем. Банку и наливаем воду. Как вы можете видеть и слышать, фильтрация воды началась. То есть достаточно удобный, компактный фильтр для воды с использованием обыкновенной 1,5-литровой бутылки. В этом видео я постарался рассказать про термоусадочные свойства обыкновенной 1,5-литровой бутылки. Все, что я вам показал и рассказал, я использую в повседневной жизни. Особенно очень большим спросом пользуются вот такие вот кружки. Очень удобные, стильные. Самое главное, они ничего не стоят. Их можно потерять, их можно подарить, их можно использовать в повседневной жизни. Особенно в походах. Всем спасибо!